Дорогие друзья, студенты, настоящие и будущие дирижеры, мы будем с вами делить уровень шума в децибелах на 5 динамических уровней. Первый уровень мы назовем уровень тишины от 1 до 30 децибел. Зимний лес, сельская местность, капли дождя, морской прибой, шелест листьев, тихое дуновение ветра, колыбельное пение матери своему ребенку. Всевышний создал человека, чтобы разговорная речь женского голоса была в 20-35 децибел и 20-45 децибел мужской голос. Мы сейчас не говорим о возможностях человеческого голоса, о диапазоне частот мужских и женских голосов в герцах, а говорим о естественных параметрах разговорной речи человека. 30 децибел – допустимый максимум по нормам для жилых помещений в ночное время с 23:00 до 7 утра. Второй уровень – это уровень человека. Максимальная норма 55 децибел. 40 децибел – читальный зал. 45 децибел – общение людей в ресторане. 40 децибел – норма для жилых помещений днем с 7 утра до 23:00. Третий уровень шума – это сильный и вредный звук от 55 децибел и выше. 65-70 децибел – громкий разговор. До 80 децибел – громкий плач ребенка. 75-80 децибел – громкое пение большого хора в маленьком помещении. 72-82 децибел – это шум проспекта большого города. Если сравнить с водой, то все, что выше 55 децибел, это загрязненная вода, в которой кишат паразиты, бациллы. Ее не рекомендуют пить. То же самое, что вы будете пить прямо из лужи. Хотя мы уже привыкли сожительствовать с паразитами, и наш организм приобрел иммунитет, и мы как-то привыкли к этим современным вредным шумам. Все, что выше 55 децибел, увеличивает шансы на сердечно-сосудистые заболевания и нервные расстройства. Воздействие фонового шума может способствовать возникновению расстройств метаболизма, включая диабет, повышение давления крови, заболевание сердечно-сосудистой системы и даже увеличение вероятности инфарктов и инсультов. Постоянное шумовое воздействие выше 55 децибел убивает медленно и незаметно, укорачивает жизнь. Четвертый уровень шума определяется в динамике 80-110 децибел. Это опасный шум. 95 децибел – перфоратор, 100 – шумный завод, 80-90 – громкий крик, 100-120 – дискотека, 110 – концерт эстрадной музыки, 110 децибел – концерт эстрадной христианской музыки, 90-110 децибел – современная христианская музыка, хвала и поклонение в либеральных церквах, 110 децибел – раскат грома. Согласно ГОСТам, вредным считается воздействие шума уровнем в 80 децибел и более. У человека наблюдается стойкое торможение в коре головного мозга. Человек может впадать в состояние аффекта и перестает контролировать ситуацию, что может привести к непредвиденным обстоятельствам. Громкая музыка и громкий крик действуют как взлом системы защиты разума и идет прямым путем в подсознание человека. В этом диапазоне можно манипулировать подсознанием людей. Действует как гипноз. Ребята, это красная зона. Лучше не заходить. Запрещено. Пятый уровень звука в 110-160 децибел считается опасным и вредным для человека. До 120 децибел тутийные мощные аккорды фортиссимо большого симфонического оркестра. 120 децибел – это отбойный молоток, моторное отделение подводной лодки, современная эстрадная музыка, рок-концерты, концерт современной христианской музыки.
140 дБ взлет реактивного самолета, 150 дБ максимальная громкость рок-концертов. Шум в 130 дБ воспринимаются не только как звук, но и как боль. При 150 дБ человек теряет сознание. При 160 дБ лопаются ушные барабанные перепонки. Контузия. Шум в 180 дБ считается для человека смертельным. Друзья, это блок атомной электростанции. Это радиация. Это смерть. 4 и 5 уровень шума – это красная запретная зона. Сюда заходить категорически нельзя. Это территория ангелов, и без допуска сюда не заходят. Находясь в этой зоне риска, есть опасность, что вы повергаете себя, свою семью, своих детей большой опасности. И опасность состоит в том, что громкая музыка в выше допустимых нормах разрушает духовную целостность человека, пробивает тот внутренний круг безопасности, сознания и разума человека, ту оболочку или матрицу души, которая защищает наш внутренний человек. Это взлом системы защиты. Громкая музыка, любая, христианская, нехристианская, назовите ее как хотите, черной магией, белой магией, доброй, злой, одно и то же. Она ногами открывает двери разума без спроса, заходит в святую святых, в подсознание человека, туда, куда не место никому. Громкая музыка имеет такие свойства врываться в нашем внутреннем храме, в котором должен обитать только Дух Божий и принадлежит только одному Всевышнему. В этой запретной зоне, в зоне смерти, у людей образовываются лазейки, открытые места в стене крепости души, через которую могут заходить кому ни лень всякие жулики и шарлатаны, открытый доступ для духов заблуждения. Дорогие друзья, можно ли говорить о жизни и любви, о прекрасном, о божественном, грязными и сомнительными способами, запретными технологиями? Можно ли прославлять Господа через громкую музыку, которая приносит вред здоровью и психике человека? Нуждается ли Всевышний в помощи аферистов, шарлатанов, воров и убийц, чтобы распространить благую весть, учение о любви? Спрашивается, почему современная христианская музыка использует запретные технологии, такую вредную, громкую музыку, которая идет прямым путем в подсознание человека? Я понимаю, на эстрадной сцене, вне церкви, может происходить что угодно. Там нет никакого контроля за тем, что происходит. Хотя врачи, психологи, специалисты должны бить в набат во все колокола, когда через такую громкую музыку пропагандируется аморальная жизнь, наркотики, свободная интимная жизнь, нетрадиционные ценности. Но когда находятся смельчаки, которые ради большого успеха все средства хороши и начинают подражать миру, и более того, это пропагандировать в церкви, становится как-то не по себе.